Доброго здоровьячка, хунту и хунтуборы. Мы из Украины. Нужен ваш совет и, по возможности, помощь, поэтому я вот так посреди недели выползаю. Так что сначала вопрос, а потом уже про наши бренности. Фоном, кроме всего прочего, покажу вам журналы, которые нужно регулярно заполнять в ЗСУ. Фотки не будут повторяться, так что не пропустите мое любимое про баню. В чем мой вопрос? Есть запрос от хлопцев. Нужен теплак. В идеале 4 штуки, но по минимуму хотя бы 2. Я абсолютный балбес в тепловизорах, но разницу между отличной матрицей и ерундой все ж понимаю. Просто не хватает практики. Отзовитесь, кто может. Можно в комментах, можно на почту. 4-й день ковыряюсь, много что раскопал уже, но сделать абы-як то не наш стиль. Задача вроде простая — отслеживать гостей из недружественных краев на больших расстояниях по пересеченной местности. Расстояния большие — километры. Соответственно, теплак нужен с матрицей 640, глазом не меньше 30, а лучше 50, с хорошим аккумулятором, с возможностью зарядки от пауэрбанки, в форм-факторе монокля, с защитой от воды и подножной среды. Это хотелки. Это просят хлопцы. Тут у них недавно непрошенные гости просочились. И в результате 3200, а 4-го забрали с собой в Курскую Народную Республику. Так что сами понимаете, шутить или сильно экономить значит подставлять хлопцев. Погодите, это не все условия задачи. Тепловизор такого уровня, а это, к примеру, Циклоп 650 Pro, стоит примерно 86 тысяч гривен. За 2 недели мы насобирали в банку МОНа почти 70 тысяч, и этого, как вы понимаете, на 4 тепловизора точно не хватит. Так что на этом этапе уже включается параметр денег, то есть ваших донатов. Я не могу просто взять и потратить 4 раза по 86 тысяч, даже если бы хотел. Но хотя бы 2 тепловизора взять необходимо. А это 172, а вернее 174 тысячи, потому что точная цена этого тепловизора 86 900. Есть еще один момент. Есть тепловизор ровно с теми же параметрами, но в нем в 2 раза хуже матрица, 384, и стоит он не 86, а 49. А теперь, внимание, правильный вопрос. Имеет ли смысл в данном случае экономить и поможет ли более сильная матрица в решении нашей задачи? Не проще ли будет сэкономить денег и взять теплак с матрицей похуже, но зато мы сможем взять 2, а не 1? Ну, почти в 2 раза цена разнится. Второй вопрос. Возможно, у кого-то есть возможность помочь с теплаками в эти параметры, но за меньший прайс. Третий вопрос — донаты. Если вы не дадите на тепловизоры хлопцам донатов, то хлопцы останутся без глаз. Такие дела. Любые советы принимаются. Буду благодарен за любую сторону вопроса. А если не про это, то все меньше хочется что-то обсуждать. По большей части просто наблюдаем и оцениваем, как скоро мы скатимся окончательно. Ну вот, например. «Hey, Гейс!» Пардон, не удержался. Все уже успели прорыдаться, и теперь все уже серьезно. Потому что все действительно серьезно. Декабрь. И здесь важны не только праздники, но и то, кто и как нас с вами поздравляет. Let's blow, пардон, опять не удержался, без гуглем навеяло. Поехали. 1 декабря. Годовщина образования Майдановской самообороны. Формирование, собственно, Майдана. «Место!» — раздается из нашего, прости господи, парламента. «Сидеть! Держать не пущать!» Здесь должна быть перебивка волка. «Шо? Опять?» Проглядый барыга, да будет он нам здоров, достойно и спокойно тогда объяснил, что происходит, и обратился к нашим западным партнерам, чтобы эта ситуация не повлияла на принятие решения о помощи Украине. Для того, чтобы делать свое в любой ситуации, надо иметь желание и верно расставленные приоритеты. Нашему, прости господи, парламенту было мало обосрамиться. Наваленное непосильным трудом еще надо было размазать. Командировка народного депутата, которую нельзя отменить, была отменена решением Корниенко, как реакция на письмо Корниенко к Корниенко. Да, это все один и тот же крендель, и здесь должна быть перебивка, как водитель «Ах, какого жениха товарища Сахова!» чокается бокалом с зеркалом. Я, снова я и Корниен. Вменяемых людей перекрутило, как Джима Керри. Хоть печатай «Оскары» на 3D. Ну, по размазанному ж надо еще пошарохаться в любимых тапочках.
Говорят, целый даблдекер-спикер посчитали количество командировок членов разных партий и горько плакали, потому что ЕС, от которой их уже трясет, 6 с лишним командировок, а своя мамина черешня, роза, розочка, цветочек для мамы 3 с чем-то. Пусть будет число пи, то есть 3,14. Здесь должна быть перебивка со Швондером. Это какой-то позор. А подсчитали ли в ВР КПД от этих командировок? Видимо, посчитали, поэтому и не выпустили Порошенко. А еще они суеверные, думают, что Порошенко — это от слова «порешать». Поехало что-то не очень понятное и путное, и для Америки еще и совершенно неузнаваемое, в розовой кофточке и дорогущих кроссовках. Выражения лиц такие, что я уж не удивлюсь, узнав, что на вопрос «How can we better cooperate?» они будут отвечать «Сироза is on duty today». Или просто даже «London is the capital». Да, кириллицей. 4 декабря. Варвара Великомученицы. Вот так и живем. На Старокиевском холме мощи святой Варвары. Пусть она молит Господа за нас. На Печерском холме такая Санта-Варвара, шо хай Бог милує. 5 декабря. День волонтера. Родной Жабмин и обожаемая таможня начали поздравлять еще 1 декабря, специально продержав машины до 0. Людей выбрасывали на мороз. Варняки, чтоб вы так на ЗСУ донатили. Но нет, они же не лохие, чтоб тратить деньги на то, чтоб война закончилась и этот поток утих. Перевозчики говорят, еду еще пока пропускают, все остальное йог. И вот как теперь, курва, что-то делать, когда до 80% FPV-дронов и комплектухи на них завозили волонтеры до 1 декабря? 6 декабря. Миколая. День ЗСУ. Умоляю, найдите то пиздравлядло, которое придумало запретить завозить для войска машины и товары двойного назначения. Пусть оно каждую ночь, по морозу и в дикую жару, в одно физлицо, без воды и туалета тянет 3-4 тэчика и пару волонтерских бусиков, таких, где только отца с матерью нет. Западная граница — войнонька, да и потом. Понимаю, что мое желание, как это по-модному, не экологично. А слышали шутку с нуля про подарок под подушку? «А что тебе подарил Миколай под подушку?» «Да вроде ничего. А мне снова пистолет». Святый Миколай, попроси, чтобы все украинские дети, и маленькие, и большие, были живы и здоровы. Наши защитники и защитницы тоже ж дети своих родителей, которые их достойно воспитали. Дети Украины. Все, что происходит сейчас, можно охарактеризовать одним словом — «цурюк». Именно как в советских фильмах о Второй мировой, не хватает только автоматной очереди над головой. Держать, не пущать — это именно то, против чего вышел Майдан 10 лет назад. Это что, такая постсоветская песня? «Эх, грабли-то грабли мои». В 2019 году нас занесло не туда, и теперь больно отбрасывает все дальше и дальше назад. У нас война, у всех, даже у белых пальт. Именно они являются самой легкой целью. Те же, кто не хочет ни на грабли, ни на бутылку, ни за колючку, те или в ЗСУ, или для ЗСУ, финансово и информационно. А знаете, что самое главное в тужливых песнях о важкой доле? Их можно не услышать из-за взрывов. А еще их должно быть кому петь и для кого. И да, к слову, а чего это так все раздухарились из-за Кивы? Кого большого достать не можем, будем радоваться, чему попало? Кому он, по большому счету, мешал? И с каких пор являлся приоритетной целью? Других задач нету? И не нужно мне про предупреждение коллаборантам рассказывать. Они как раз поняли все наоборот. Раз ничего серьезного мы сделать не можем, то будем палить по воробьям. Они нам каждую ночь мопеды по всей стране, а мы им Киеву. Ну, даже не смішно, хундубери. Поборемо. Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.